Всем привет, это Чарли Фрай, я играю в Garry's Mod, Метрострой, и сегодня вместе со мной играет Джек Север, вот он выезжает сейчас из депо. Джек, передай привет подписчикам. Всем привет, ребят! Да, и, короче говоря, мы сейчас находимся в депо на карте B50. Сегодня у нас в планах очень такая длинная и интересная, насыщенная событиями серия, так что приготовьтесь, приготовьте там чаечек, печеньки, что вы там любите кушать во время длинных серий. Короче говоря, сейчас Джек выезжает из депо на линию, вслед за ним сейчас поеду я на вот этом замечательном номерном в окраске красной стрелы, просто шикарном, вы посмотрите, какой он красивый. И я буду следовать за ним, и при этом буду периодически вводить команду Метрострой Fail. Если кто не знает, что такое команда Метрострой Fail, это, в общем-то, такая команда, которую вводишь, и она генерирует в поезде случайные неисправности. Может что угодно сломаться, может там АРС выйти из строя, может воздух начать травить, может вообще что-то такое произойдет, что я ехать дальше не смогу. И тогда я вызову Джека в качестве вспомогательного поезда, мы произведем сцеп и попытаемся доехать обратно до депо. Ну, по крайней мере, попытаемся, потому что я не знаю, получится ли это у нас или нет. На самом деле, мы сейчас уже второй раз записываем эту серию, потому что первый раз я начал запись, и мы половину серии уже записали, проехали почти всю линию уже до момента поломки, до момента сцепа, и вы знаете, что произошло? У меня отключили электричество. Вот это просто, я даже не знаю, как это прокомментировать. Можете в комментариях сразу написать, что я Чарли Фейл, потому что только с Чарли Фейлом такое могло произойти. Так вот, сейчас мы заново все это записываем, буквально вот сразу же. Это, конечно, дикий фейл. Я сейчас запущу этот поезд, он находится в абсолютно холодном состоянии. Джек уже, вон он поехал. Жаль, прорисовки нет, такой красивый ракурс, там еще такой спуск крутой, вообще эта карта такая прикольная, хоть и старая. Итак, ну что ж, давайте запускать этот поезд. Для начала включим в главном вагоне ВБ, включим, господи, как же тут лагает, включим радиостанцию, включим аварийное освещение, включим контактор вспомогательных цепей, вроде бы все. И после этого мы с вами направляемся через весь состав в хвостовой вагон, включая ВБ во всех вагонах. Находится он вот здесь, вот где манометры, где вольтметр, вот выключатель батареи, включаем в каждом вагоне. Значит, не застревай, пожалуйста. Проходим сюда. Посмотрите, какой классный салон у перекрасочки красной стрелы. Я старался, это реально моя перекраска, она находится в Steam в воркшопе, можете ее скачать, ссылочка будет в описании. И, кстати говоря, в этом паке перекрасок, помимо красной стрелы, вот этой замечательной, есть еще поезд Синергия. Если кто не знает, это лаборатория, комплекс службы пути, который ездит в московском метро. Таких есть 2 поезда в московском метро, и они, в общем-то, мониторят состояние рельсового полотна. Так, в хвостовом вагоне мы тоже включаем ВБ, мы включаем 63-й автомат, 49-й и 53-й. Все, это готово. Далее включаем УНЧ, включаем громкоговоритель, радиоинформатор, включаем АЛС, включаем освещение пульта, фары и ВУЗ. Вроде бы как все. Выходим отсюда, проходим обратно в голову, закрывая по пути двери в промежуточных вагонах. Вот так вот. Да закрывайся ты. Господи, как же подлагивает. Ну, потому что мы вдвоем с Джеком. 2 пятивагонных поезда, все-таки это вам не шутки. Да пролазь ты, толстяк. Так, закрываем двери. Да, я в курсе, что можно закрывать их с этой стороны. Я уже говорил об этом, по-моему, в прошлой серии. Но просто сейчас времени на это нет. Я хочу поскорее выехать, а тут Джек сейчас далеко от меня оторвется. Хотя он еще даже не доехал, судя по всему, до светофора. Так, закрываем здесь двери и здесь тоже, хотя нет, здесь еще рано закрывать. Садимся. Садимся в головной вагон, включаем здесь также УНЧ, включаем громкоговоритель, радиоинформатор, АРС, АЛС, включаем освещение пульта, включаем фары, ВУЗ, и вроде как тут все. Далее мы с вами открываем разобщительный кран. После чего переводим реверс вперед, отбиваем АЛС. Господи, как же пролагивает-то, аж АРС не отбивается. Так, откроешь мне светофор, пожалуйста? Да, конечно, сейчас. Так, сейчас я открою Джеку светофор. Сопен МН4-2.
Так, на чем я там остановился? Мы с вами открыли разобщительный экран. Да, далее мы открываем экран EPV. Спасибо большое. Табличку маршрута и конечной станции я уже выставил. Собственно, вот, можете полюбоваться. Октябрьская, 61 маршрут. Машина исправна, но на самом деле к концу этого видео я думаю, что она не совсем будет исправна. Вот, так, далее, по идее, нам нужно с вами сейчас настроить информатор. Да, это я сейчас сделаю. Мы устанавливаем здесь 61 маршрут. 61. Угу. Так, и здесь... Так, ну я вообще не тот маршрут выбрал. Ну да ладно, мы все равно поедем не полностью. Поэтому устанавливаем начальная станция. У нас будет Междустройская и конечная Октябрьская. Я вообще люблю на этой карте до Октябрьской укоротами ездить. Так прикольный маршрут получается. Информатор готов к работе. Направление движения Междустройская, Октябрьская. Угу, все верно. Прокручиваем до Минской и готово. Так, ну все, можно закрыть здесь дверь. По идее, сейчас нужно подключить удочку, подать напряжение, соответственно, на удочку выехать и так далее. Но поскольку на этой карте нет удочек, да, кстати, у вас мог возникнуть вопрос, почему Так, здесь я контактный на Минске. рельс. Окей, я сейчас буду выезжать, ты пока меня подожди. Хорошо, я стою тут. Так вот, у вас мог возникнуть вопрос, почему здесь на карте контактный рельс в депо, как это вообще, это что за non-RP такое? А это просто я так немножко модифицировал карту, добавил эти рельсы, здесь добавил вот эти мостики, чтобы можно было хоть как-то выехать из депо, потому что здесь нету просто-напросто удочек, а удочки нельзя пермапропом сохранить, поэтому как-то так, хотя бы так мы выйдем. Так что напряжение у нас с вами уже есть, зажимаем ПБ, да, погодите. Надо еще нажать возврат РП, чтобы у нас погасла лампочка. Подаем сигнал, нажимаем ПБ, тормоза отпущены, поехали. Так, что там случилось-то? Все нормально вроде бы. Выезжаем потихонечку. Сейчас возле знака «Стоп» я остановлюсь, хоть у нас удочки и нет, но я применю полное служебное торможение. Напряжение у нас с вами имеется, и мы включаем МК, БПСН и включаем освещение салона. Все. В принципе, я готов к отправлению. Что-то какой-то звук, как будто там воздух где-то травит, но это, скорее всего, глюк звука просто-напросто. Кстати, подскажу вам, что делать в таких случаях, но я сейчас не буду, потому что не сильно громко. А вообще заходите в метрострой к клиенту здесь и перезагрузить клиентскую часть. По идее, это должно решить вопрос. Так, все, мы включили. Подаем сигнал, отпускаем тормоза, зажимаем ПБ и поехали. Согласитесь, что вот эта красная стрела, вот именно старая ее окраска с цифрами 75 на дверях, она такая более стильная, чем та, которая сейчас. Я поэтому, собственно, и сделал ее, превысил скорость, болтая. Поэтому, собственно, я ее и решил сделать для метростроя, несмотря на то, что кто-то уже до этого сделал обычную раскраску, которая сейчас красной стрелы. Я сделал эту, потому что она мне просто очень нравится. Вот. Но я напоминаю, что ссылочка на скин-пак с вот этой перекраской будет в описании. Там же еще есть синергия. И еще будет скоро один новый скин, над которым я сейчас работаю. И надеюсь, что скоро выпущу обнову. Вот. Так что подписывайтесь на этот аддон, если хотите покататься на красной стреле. Вот. Ой-ой-ой, блин, тихо. Вот же ж я... Можете писать официально, что я Чарли Фейл. Слушай, ты знаешь, что... Короче, я Чарли Фейл, потому что я поехал из депо и не перевел стрелки. Я в тебе не сомневался, слушай. Тебе уже требуется моя помощь. Нет, я успел затормозить, но это было близко. Слава богу. Я бы удивился, если бы тебе сейчас уже понадобилась моя помощь, даже если ты не выехал еще из депо. Вполне могла бы. Фух, ну вроде обошлось. Я бы тебе тогда помогать не стал, я бы тебя ремонтником отправил, пускай сами тащат. Ну да, с толкача просто затолкать обратно в депо поезд. Да-да-да.
Так, вроде все. Паровозиком Томас. Поехали. Какой же я фейл. Прямо сейчас можете в комментариях написать, что я Чарли Фейл, хотя, по-моему, вы уже написали там. Я тут все равно, короче, стою, поэтому жду твоей команды, я тогда отправлюсь. Ты на Минской сейчас? Да. Ну, можешь ехать до Синеозерной, в принципе. Хорошо, отправляюсь потихоньку. Здесь заезд в депо, конечно, это просто полная жесть. Вы смотрите, какие тут горки. Здесь очень опасно. Я сейчас пытаюсь остановить поезд, чтобы он потихонечку так съехал, пока у нас частоты нет. Слушай, я слышу звуки твоего поезда. Я сейчас тут съезжаю в депо и слышу, как ты где-то едешь. Ну да, станции, в принципе, не так далеко. Так, потихонечку. Видите, здесь вот приходится вот так вот прям затормаживать поезд, потому что иначе с горки он полетит и обязательно превысит АРС. Сработает. Так, ну все, можно здесь уже, наверное, отпустить. Я надеюсь, сейчас он не превысит. Хотя... Блин, сейчас может и превысить. Не превысил. Все, у нас появилась частота, и мы можем разгоняться. Вообще вот эта карта, она довольно старая уже для метростроя, но мне она нравится, потому что она большая, и на ней очень большое разнообразие. Здесь реально есть все. Во-первых, она очень длинная, и тут по километражу просто нет конкурентов. Ну, разве что, наверное, несколько Василиостровская, еще тоже большая карта. Вот, и здесь есть горки, здесь есть прямые участки, есть скоростные, есть опасные, есть депо огромное, правда, в нем удочек нет, но это вопрос решаемый, как вы видите. Есть также ПТО. Единственное, что я люблю ездить только до Октябрьской укоротом, потому что там дальше открытый участок, он лагает и вообще так себе выглядит. А вот остальная часть карты прям по кайфу. Да, ну и вот здесь, короче, вот эта ССВ из депо на линию, она просто адская, это спираль какая-то смерти, потому что вот здесь вы видите, какие закругления. Она просто вот так спиралью реально идет, как пружина какая-то, и причем при этом вверх уезжает. Это вообще дико нелогично, то, что мы выехали с вами с поверхности, заехали в тоннель и при этом поднимаемся вверх. Но это игровые условности, это все-таки движок Garry's Mod, где ограниченное пространство, так что к этому не будем придираться. Так, ну тяни. Тут приходится, видите, ручным пуском поддавать, иначе просто встанешь на этой горке и сработает БПС. В чем очень мало хорошего. Давай, заезжай. Тут автостоп прям выглядит так пугающе на этих уклонах. Ох, сейчас начнется веселуха, когда я буду вводить Метрострой Фейл команду. Я надеюсь, у меня сейчас там хотя бы запись идет. Ну, вроде бы идет. А то же я такой фейл, я могу как бы и это не сделать. Так, Сопен МН-4.2. Давай. Открывайся. Сезам, откройся. Ой, сейчас сработает. Нет, не сработает. Нормально. ОЧ все-таки словил. Все-таки успел словить ОЧ. Ну, по идее, здесь бы надо остановиться. Просто я хочу уже Джека нагнать немножко. Так, поехали. Здесь осторожно, не более 35, потому что здесь на этих стрелках можно запросто сойти. Поезд немножко даже подпрыгивает. Опять ОЧ. Вот это ОЧ постоянно бесит. Так, ну вроде бы все нормально. Поехали. Даже и вроде как сильно не лагает. Не знаю, где там сейчас Джек. Ты там до Синеозерной уже доехал или нет? Нет еще. Скоро подъезжать буду.
Так, аккуратненько тормозим. Ай, малость проехал. Пробуксовки. Я тут, кстати, скачал самую первую версию метростроя на днях. Просто так потестировать, посмотреть, что это такое. И, короче, это полная жесть. Интервал 4:30. Осторожно, двери закрываются. Полная жесть в том плане, что там вообще ничего общего в плане управления практически нет с той версией метростроя, которая сейчас. Кроме разве я что на симуляции. Окей. Можешь отправляться. Уже? Ну да, я уже отправился. Фига ты быстрый. Окей, хорошо. Кроме разве что симуляции РК, управления контроллером. Это там сделано, да, но в плане физики именно самого вагона вот этих пробуксовок там никаких нет. Там поезд просто как будто он... У него, знаете, такие колеса, тележки все промазаны клеем. Вот такое ощущение от управления. Но там прикольно то, что там можно перегреть РК, и это очень легко делается. Короче говоря... Все, я отправился. Окей. Короче говоря, пишите в комментариях, может быть, вам это интересно. Я могу заснять видео по старой версии метростроя, попробовать там покататься. Это довольно забавно. Там есть вот на игле здесь такая отображение температуры РК. Она может перегреться. Просто жесть там в этом плане. Но там вообще, там даже, как бы это сказать... Не то, что физики нет симуляции такой, как сейчас. Там, даже когда ты спавнишь поезда в трейнспавнере, они не сцепленные спавнятся, их надо вручную сцеплять. То есть, ну, такое себе. Так, ну я думаю, что сейчас самое время ввести команду метрострой fail. Поэтому я перехожу на выбег и ввожу метрострой fail. Введу для начала раз 5. Так, это 4 у нас 5. И будем смотреть, что у нас тут происходит. Пока что ничего такого я не вижу. Понимаете, в чем фишка? То, что я не буду даже знать, что вообще произошло после введения этих команд. То есть я могу открыть консоль сервера, и там это будет видно, но вот так вот прям сразу я не буду знать, что произошло. А произойти может что угодно. Может сломаться абсолютно любая часть поезда. Может появиться какое-нибудь постороннее питание там где-нибудь на поездном проводе, и из-за этого что-нибудь начнет сбоить. Может какой-нибудь тумблер заесть, может просто выключиться, может воздух начать травить. Короче говоря, много вариантов неисправности, которые могут произойти. И на самом деле самые неприятные для меня две. Это неисправности магистралей, напорной, тормозной там и так далее. И это неисправности УАВа, потому что в случае с этими неисправностями и потом при сцепе с джеком могут быть проблемы. Так, это у нас закрытая станция. Раз мы проезжаем станцию, то еще раз 5 введу. Тихо. У нас сработала РС, хотя мы не превышали скорость. Но это может быть как просто ложное срабатывание, так и признак какой-то более серьезной неисправности. Но пока что вроде как это просто ложное срабатывание. Это нормально, что мне чуть сейчас в лобовуху не влетела ворона на Парке Победы? В смысле ворона? Там что, есть вороны? Я не знаю, ну сейчас какая-то черная птица, тут одна как бы, метростроя вроде как. Чуть не влетела ко мне в лобовуху. Слушай, ты меня пугаешь. Ну знаешь, это, по-моему, лучше, чем голуби, которых надо обстреливать. Я не знаю, по-моему, на этой карте никого не должно быть. Мы потом с тобой проверим это. А то вдруг тут тоже голуби есть. Может быть. Так, сейчас на станции я еще введу. Да, еду. Подъезжаю к Синеозерной. Ты там еще поезд не контузил, ничего, нормально все. Ну ты знаешь, что-то я не уверен. Я что-то встал тут. Ясно.
Так, а что случилось? Встал на станции или встал в туннеле прям? Нет, встал в тоннеле. Мне страшно, я пока не буду отправляться. Вроде все нормально, это, по-моему, я Это просто случайно нажал мне на придётся этот сейчас самый. назад ехать. Не, пока вроде все нормально, это просто я, видно, случайно что-то нажал. А, ясно. Я уж перепугался, думал, может, РП выбило или что-то такое произошло, но вроде как. ЛСН горит. Это уже плохой признак. Блин, я не доехал до рейки. Совсем самую малость, блин. Поеду я пока к театральной площади. Стой, стой, говорю. Так, нормально. У меня уже двери не работают. Мне остановиться, да? Да, пока постой там, подожди. Короче, что-то произошло. Хорошо. Погоди. Значит, в верхнее положение у нас Wood. А нет, открылись. Странно. Давайте проверим на всякий случай. Там еще может такое случиться, то что двери не будут открываться только на каком-то одном вагоне. То есть, ну давайте пролетим, просто посмотрим. Ну вроде везде все нормально. Так, а почему может гореть ЛСН? Это на самом деле такой вопрос. Вроде тут все автоматы включены, ни черта же еще не видно. Кидывание сидушки. Опа-ля. Управление поездом это должно выключено, управление мотор-компрессором, а вот пуск мотор-компрессора это должно включено быть. Так, тут у нас что? Тут все в порядке. Так, а здесь? Здесь тоже что-то выключилось. Это у нас тормоз. Ясно. Ну, знаешь, судя по всему, первую вот эту неисправность я сейчас сам устраню. Ну, хорошо. Так, тут смотрим. Тут все в порядке. Я все равно пока стою на Парке Победы. Ну что, вроде все нормально, поехали дальше. Можешь отправляться, интервал 6 минут 30 секунд. Никакому метрополитену не могу позавидовать. Озерная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Парк Победы. Платформа справа. Уважаемые пассажиры, о подозрительных задержках... Так, ну, больше не горит. Отлично. Пока вроде живем. Ввожу еще 5 раз. Опять. Загорелось и погасло. Смотрите-ка. Погоди. РП там нигде не выбило? Вроде не выбило. Даем ход. И... Ну, вроде не горит. Интересно, что произошло. Давай в горку. Сейчас вот это опасный момент. Нет, там вроде ничего не сработало, нигде РП. Судя по всему, Джек рядом, потому что лагает. Здесь сейчас будет ограничение уже 40. Ну, введу еще 5 раз. Вы что-нибудь видите, чтобы произошло? Я пока что ничего не вижу. Так, притормозим. Что по автоматам у нас? Вроде все нормально. Я, правда, ничего не вижу толком, но вроде все нормально. Ну, введем еще раз 5. Опа. Что это было? Сработка АРС, но непонятно почему. ЛСН горит. Но тяга есть. Это значит, скорее всего, опять выбило
Где-то в каком-то вагоне какой-то автомат, там, скорее всего, что-то такое. Сейчас проверим на станции. Вот мы, короче, первый раз, когда записывали это видео, вот я доехал до этой станции, я уже сломался, но, короче говоря, электричество выключили и все. Так, мне слышится, что где-то уходит воздух, но, по-моему, это просто глюк звука, опять же. Так, торможение. Здесь у нас рейка 5 вагонов. Кстати говоря, эти рейки проставил тоже я сам. На этой карте не было реек изначально. Тихо, блин, проехал слегка. Ну, поезд себя как-то странно ведет, знаете ли. Ага. Не открываются двери. А, нет, открылись. Вот это странно. То есть они открываются, но не с первого раза. Так, проверим вообще, где они там у нас открылись. Вроде везде открылись. Да, во всех вагонах открылись. Опять пройдемся по шкафам. Посмотрим, что где как. Ой, блин. Так. Так. Открываем аппаратный отсек. Здесь у нас все включено. Следующий вагон сходим, посмотрим. Что у нас тут? Я Тут на у Центральной нас... площади. Окей, я стою на Парке Победы и выясняю неисправность. Хорошо. Так, раз, два. Остальное все вроде включено. Так, здесь у нас что? Давайте посмотрим. Раз, два, все включено нормально. Так, закрываем. И здесь. Ну, вроде все нормально. Тогда почему горит ЛСН? Такой вот у меня вопрос. Здесь тоже все в порядке. Меня это немножко напрягает. Ну ладно. Так, здесь у нас все включено. Да, все включено, все нормально. Ну, поехали дальше, посмотрим, что дальше будет. Прям впритык так остановился. Станция Парк Победы. Я же забываю станции объявлять от того, что происходит. Будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Давайте введу еще раз, 2, 3, 4, 5. 5 раз. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Театральная площадь. Ну и поехали. Что-то не едет. Ой-ой-ой. Короче, судя по всему, ты мне сейчас будешь нужен. Подожди там пока чуть-чуть. Да, я Вы это жду, видите? стою. Я такого еще никогда не видел. Ты знаешь, что у меня? У меня мигает лампа сигнализации дверей. Причем она не то, что она не горит там или Мигает? что-то, она мигает, да. Вау. Вот это ты сломал. Да, я такого еще не видел. Так, сейчас я посмотрю, что у меня тут. Так, я закрою эти Познаем ящики. метрострой. Тут все в порядке. Так, а может быть попробовать закрытие резервной дверей нажать? Может это поможет? Резервное закрытие. Я, кажется, понимаю, о чем неисправность. Скорее всего, у нас постороннее питание на... Как это сказать? Короче говоря, есть там поездной провод, который отвечает за открытие дверей. И, скорее всего, у меня постороннее питание на этом проводе. То есть просто-напросто вот, ну, вы видите, что происходит. Двери я закрываю. Если я зажму кнопку резервного закрытия дверей, то как бы все нормально. Мы можем продолжить движение. Если я ее отпущу, то опять начинается, и вы слышите, там двери
пытаются открыться. Причем где-то сзади. Слушай, ты там на станции стоишь? Да. Ты пехнись ко мне на секунду, посмотри, что тут происходит. Сейчас. Блин, это просто эпик. Ты видишь это, да? Да. Причем только в одном вагоне. А? Да, я вижу. Короче, можешь там готовиться к выезду ко мне. Короче, я смотрю, ты хорошенько постарался. Да, это просто жесть. Так, ну, остается вопрос, что делать. Так, стой. Вот в этом вагоне. Я такое видел, короче, помнишь, мы как-то с тобой катались, и я нажимал закрытие дверей со стороны помощника машиниста. Вот там они также быстро прям открывались и тут же закрывались. Я еще тогда тебе говорил, как в московском метрополитене бывает. Может быть, это здесь тоже работает? Но почему Не в одном знаю. вагоне тут? Так. Так, автоматы я выключил, и это не помогает. Бедный поезд. Так, закрытие дверей. Опа. Они открыты. Это я выключил автомат закрытия дверей. А если включить и выключить? Не помогает, знаешь Ты ли. их добил. Короче, я, наверное, приеду сейчас к тебе на помощь. Да, ты там тпшься обратно, готовься там. Но не помогает. Я даже если открытие дверей выключаю, аварийное освещение рези. Так, нет, это я выключил закрытие дверей. Резервное закрытие, аварийное освещение. А что два аварийных освещения? 49-е, 15-е. Так, освещение кабины, контактор освещения, замещение, контактор, ход. Ну, больше тут ничего такого нету. Так, короче, я сейчас что делаю? Я сейчас открою дверь во всем составе, высажу типа пассажиров. Значит, нам надо здесь прокрутить до конца. Конечная. Поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагонов. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Так, ну что, пришло время запрашивать вспомогательный состав. Диспетчер. Я диспетчер. 61 маршрут, стою на станции Парк Победы. В связи с неисправностью состава не работает контроль дверей, не закрываются двери на предпоследнем вагоне. Пассажиров высадил, запрашиваю назначение вспомогательного поезда для перегонки состава в депо. Вас поняла, 61 ожидайте прибытия вспомогательного поезда по неправильному пути, неправильному направлению и проведите сцеп. Вас понял, диспетчер. Ожидаю прибытия вспомогательного поезда в неправильном направлении для проведения сцепа. Так, теперь мы с вами устанавливаем, разрешаем тормозную магистраль, перекрываем кран ЭПВ. Далее мы устанавливаем реверс в нулевое положение, закрываем разобщительный кран, выключаем мотор-компрессор, выключаем АРС, затормаживаем головной вагон стояночным тормозом. Пойдемте в хвост, посмотрим, что у нас там. Здесь у нас ЭПВ закрыт. Разобщительный кран открываем. Тормоза отпускает. Скатывания нету.
Производим снова разрядку тормозной магистрали и закрываем разоблачительный экран. Дополнительно затормаживать состав стояночными тормозами я не буду, так как мы находимся на станции, здесь нет уклона, ну, в общем-то, ничего страшного не произойдет. Так, возвращаюсь я в кабину главного вагона. Далее, давайте я спущусь на путь, проверю состояние сцепки, вроде все ровно. ЭКК соединена, все нормально, возвращаемся в кабину и, в общем-то, ожидаем прибытия вспомогательного поезда в виде Джека Севера. Ну а пока я жду прибытия вспомогательного поезда, ты там где вообще? Еду в туннеле. Скоро уже приеду Окей. к тебе. Что я нажал сейчас? По-моему, я вуд передернул или что? Ну не суть. Короче, можно немножко пофаниться. Транспорт. Шевроле. Давайте покатаемся чуть-чуть. Просто по фану. Здесь вот на этой карте, вот это место, здесь полно места, чтобы покататься. Но физика у этой машины, конечно, просто... Она просто ненормальная. Я не могу заехать даже на вот эти вот асфальтовые дорожки без разгона. Дичь. Да проезжай ты. От первого лица вид немножко. Блин. Вот бы знал Джек, чем я сейчас занимаюсь. Такой нормальный машинист, у него состав сломался, он, короче, берет тачку и гоняет тут под низом. Ну, просто чтобы чем-то подзаниматься, пока Джек едет. Так, ну я думаю, что Джек уже где-то подъезжает, поэтому хватит, повеселились и хватит. Возвращаемся в кабину и смотрим на прибытие Джека. Вот он едет. Но согласитесь, красивые ракурсы. Жалко, дальность прорисовки от двери только появляется, когда он в поворот заходит. А так просто кайфово выглядит. Красотища еще так раскачивается. Просто шик. Продвигайся. Так. Ну, он прям близко остановился. Так, проверяем. У нас ЭКК соединено. ЭКК соединено. Здесь я сейчас сцепку чуть-чуть подровняю. Хорошо. Сцепляйся. Ну, с Богом. Просто шикарно. Да, классно. Так, проба тормозов. Да. Отпускаю. Погоди, я краны-то не открыл. Давай. Сбил меня с толку, что там зеленым цветом написано, что они закрыты. Все? Да, открыл, отпускай давай.
Все в норме. Произведи служебное Теперь- торможение. Да, служебное торможение. Разряди тормозную экстренным, потом закрывай разобщительный и включи УАВу. Готово. Сцеп окончен. Ура. Переключайся в голову. Так, нам с вами надо в хвост сходить. Посмотреть, здесь у нас давление служебного торможения присутствует. Вот, а далее у нас тут стояночные тормоза я не ставил. Возвращаемся назад. Возвращаемся назад. Здесь мы включаем, вернее, выключаем УАВу. Я готов отправляться. Погоди секунду. Я тоже готов. Ты там будешь или ко мне придешь? Я тут буду. Давай. Окей, отправляюсь. Ну чё, все, готов. Поехали уже. Да, погнали. Ну все, неужели мы наконец-то мы поехали? Господи, это случилось. Наконец-то мы поехали. Господи, это случилось. Ура! Да, это вообще просто жесть. Сколько же мы убили на это времени. Это просто жесть. FPS, бедный FPS. 35 км/ч, ты комфортно? помнишь? А? Да-да-да, я помню про 35. Что ты хотел сказать? Тебе комфортно там? Да, вполне. Ты на меня прям столько обязанностей сейчас выгрузил. Мне сейчас надо будет все эти соблюдать подъемы, падения, американские горки. Да, тут довольно-таки сложный участок. Блин, ну согласитесь, что это мега эпично. Сейчас едь до электросилы, и там за станцией есть рейка. Я поставил прям в тоннеле. Возле нее останавливайся. Хорошо. Хорошо. Мне на станции останавливаться? Не надо. Я же типа с людьми. Нет? Не надо, посигналь только. Хорошо. Шикардос. Вроде бы едем. Наконец-то это случилось. Я уж думал, все. Теперь впереди тоже еще сложная задача — это обернуться. А там довольно-таки запарный оборот. Редиска добавил меня в друзья. Ну, потом приму. Я всех принимаю, если что, в стиме Чарли Фрай Рус. Можете добавляться. О, я вижу эти горки, это просто жесть. FPS такой себе, да? Два шестивагонника-то. Мы почти преодолели сложный участок этот. Да я вижу. Блин, мы же так будем 35 км/ч ползти просто 300 лет. Где там станция-то уже? Так, станция.
Я посигналил за Джек. На самом деле, одна из моих любимых станций метростроя, такая красивая, современная, прям класс. Шик, блеск, красота. Но, блин, FPS-ка совсем плохая. FPS что-то совсем не очень, да? У меня еще более-менее, знаешь, нормально. Ну, у меня все хуже, потому что я на тебя смотрю. А? Да. Да, у меня хуже все все. нормально. Мы едем лампово. Да вообще красота, атмосферненько так. Я сейчас в зеркала смотрю, так знаешь, все белое, красная полоса, потом опять белое, красное. Вообще вах. Так, это что же получается? Сейчас мы развернемся, и в голове состава уже буду я. Вы понимаете? Ой, блин. Так, а электрозаводская это где, получается? Это следующее. Окей. Электросила. Да, электросила. Вот. У меня просто на табло тут отображается автозаводская, типа конечная. Ну да, автозаводская конечная. Что-то мы замедлились. Тут гора. Ужасно. Не, на самом деле Джек еще молодец, хорошо справляется, тянет нас по этим горкам. Карту такую я не самую простую выбрал для этого дела. Вообще, по идее, кстати, надо вот эти зеркала задвигать, когда производишь сцеп, потому что при повороте они могут зацепиться и, короче, плохо сломается. Вот, но в метрострое не реализовано. Нельзя задвигать зеркала, поэтому вот так вот едем. Когда по прямой это вроде нормально. На станции не останавливайся, а вот за станцией там прям почти сразу. Ну, короче, на длину поезда там будет рейка в тоннеле. Возле нее. И оборачиваемся. Вот, и, короче говоря, в повороте они друг во друга войдут. Есть такая проблема. Так, вот как раз сейчас был съезд, по которому мы обратно поедем. Вот у нас станция Электросила. Ох, какой FPS, это просто жесть. А чё так резко остановился-то? Так, ты же сказал на длину поезда, а что-то она прям очень близко была. Ну, как раз вот на длину поезда. Ну ладно, ничего страшного. Ты проехал, что ли, чуть-чуть ее? Да, чуть-чуть я проехал ее. Ну, давай теперь оборот тоже по инструкции. При нахождении вспомогательного впереди. Окей. Так, что мне надо сделать? Мне надо включить лаву. Вот, КМ во второе положение. Далее я перехожу в другую кабину. Вот сюда, хотя бы, может, FPS чуть поднимется. Вот. Сажусь. Так, КМ в шестое положение устанавливаем. Далее выключаем ВУ. Где у нас тут ВУ? Вот оно. ВУ выключаем. Диспетчер, 61 маршрут. Нахожусь на станции Электросила в составе сцепа с вспомогательным поездом 53 маршрута.
Запрашиваю разрешение отправления сцепа в сторону станции Минская для перегонки неисправного поезда в депо. Вас поняла, 61 маршрут. Разрешаю оборот и следование в сторону станции Минская для перегонки в депо. Так, все. Устанавливаем реверс вперед. И вроде как все. Я готов к отправлению. Есть одно но. Я почти тоже. Лучше я отключу лаву, потому что там есть, короче, баганный светофор. А вот мы когда... Ну, он не баганный, наверное, это так задумано. Но, короче, когда мы сейчас по стрелке съедем на другой путь, то там светофор стоит, который будет красный. После того, как я сейчас открою маршрут. Сопен L2... Нет, L или Блин, как там делается? Сейчас гляну. L, да. Сопен L21. Так, ну по идее это должно... Да, открылся светофор. Так, а почему у меня ОЧ? Я подозреваю, почему у меня ОЧ. У тебя надо LS отключить, потому что иначе у нас ОЧ горит. Ну да, я понял. Окей. Так, это получается, я тебя сейчас тащу, да? Или ты меня? Ну Вот да, я ты запутался. тащишь, а я буду пневматикой управлять. У тебя должен быть, будет быть закрыт разобщительный экран. Ага, все, я понял. Окей. Я готов к отправлению. Ну я тоже, давай попробуем. Давай, двигай. Он не двигается. Почему? У меня не отпускает тормоза. Хотя я их отпустил. А, вот все отпустило. Все, окей. Поехали. Это ты что-то там, да? Да. Все, едем. Кайф. Ну, красота, вы посмотрите на это. Короче, до 35 км в час, и когда я тебе говорю стоп, то сразу контроллер в ноль. Хорошо. А тормозить пневматикой я буду. Так, вот, мы с вами проехали съезд. И здесь вот за поворотом как раз тот самый светофор будет, ради которого я сейчас лаву отключил. Вот он. Ты лаву, я надеюсь, отключил, а тут светофоры. Да. Вот, видишь? Тут такой вот светофор, который красным горит, когда открываешь стрелку. Ну, короче, это, скорее Да, всего... ты там тормозить будешь, не? А то мы разгоняемся. Так а чё ты разогнался-то? Я чё тормозить должен? Так типа, я не знаю, в горку, может быть. Почему так скорость резко набиралась? Тут сейчас... Короче, да, тут надо мне... А то тут спуск небольшой. Да ты что? Ты ж Да. тормозить вызвался, поэтому я Да. тут только газом. Так вот, это, скорее всего, специально сделано. Подожди, тормоз спускаем. Потому что... Чтобы, когда на серверах люди играют, чтобы когда кто-то открыл стрелку, чтобы ему как бы пришлось ее закрыть за собой. Как-то так. Я тут сижу как в фильме ужасов прям. Вообще так все шатается, все, блин, гремит. Ух. Ну, круто же. Ну да, есть такое.
Далеко нам еще так катиться. Ну ничего, прокатимся. Мне потом тебя еще в депо запихивать. Ну так это просто. Что там сложного-то? Ну да, особенно если ты в стену там врежешься, то это еще проще. О, станция. Проследуем резервом. Сейчас будет этот участок-то, который с горками. О да. Ты предупреждай меня, пожалуйста, когда будет горка, чтобы я начал ускоряться, Окей. а то мы там станем просто. Так, вот у нас еще одна табличка «Опасно» из тех, которые я провесил. И тут надо бы мне немножко притормозить. Блин. Тебе там помощь в торможении не требуется, нет? Да нет. Просто горки очень резкие. Ну смотри. Все нормалек. Сейчас на поверхность выйдем, там красиво будет. Немножко притормаживаю, потому что тут горка еще там. Рановато я отпустил тормоза. Но вы сами видите, какой здесь рельеф. Это просто жесть. Все, мы выезжаем на поверхность. Просто шик, вы посмотрите на это. Вау, как красиво. Да, я прям тоже назад смотрю, как ты там выруливаешь. Если бы еще FPS был не такой ужасный. Вот там Джек едет. Поворот, наверное, вообще красивый с твоей стороны смотрится. Вообще офигенно. Красивые кадры для подписчиков. Ага. Так, а вот сейчас, по-моему, где-то там горка будет, если я не ошибаюсь. Или здесь все время спуски. Самое жесткое это будет заезд прямо вот в депо. Там постоянный спуск сплошной. Просто жесть. Ой, да. Ну, я и придумал, конечно, сценарий.
Как там у тебя, нормально? Да, вполне. Прикольненько. Вон, видишь, тут на этой карте съезды постоянные. Удобно. Можно, если Ну что... да, я заметил. Да. Если что, можно это самое развернуться. Удобно. Так, это следующее у нас получается Синеозерная. Видите, лампа это мигает. Вращение РК. Джек там. Контроллер дергает. Да что такое? Опять спуск. Просто кошмар какой-то. Здесь прям не получается аж затормозить. Настолько кривые эти спуски. Так, ну вроде нормально. А что это мне свет во втором вагоне не горит? Это баг или как? Скорее всего, это баг. Бывает тут такое. Станция. Принято. Все, Синеозерную мы проехали. У нас осталось, по сути, один очень длинный перегон с заброшенной станцией. И после этого заезд в депо. Фух, это будет жестко. Ну и еще немножко. Еще один перегон, только очень длинный. Кстати говоря, у меня сейчас FPS в более-менее нормальном состоянии. А у меня так себе. У меня там видно это пролагало, и освещение не горит в вагоне. А, Ну, бывает этот баг. У тебя тоже был. ну у меня он, да, был. Тут, конечно, если не притормаживать вручную, то с этих горок можно так улететь. Особенно с отключенной РС, как сейчас мы едем. И это может быть полная жесть. Интересно, насколько по времени уже эта серия вышла? Я же не зря сказал вам наливать чаек, там, кофеек, печенечки. Потому что, ну, я знал, что это будет очень долго, но я не знал, что это будет так долго, потому что, когда я начинал записывать, ну, я думал, мы проедем, и все. А что отключится электричество, потом, что мы будем с этим составом там париться полчаса, чтобы тронуться с места. Вот, это, короче, такое себе, да? — 60 километров, значит, скоро станция, скорее всего. Ну, заброшенная это. Знаешь что, я, наверное, сейчас мы когда приедем на Минскую, я перезайду, а то FPS и вот этот баг в депо, когда мы заедем, вообще будет ужасно. Да, давай, хорошо. Вот, так что подожди, я быстренько. Да, ты главное это остановить. Обязательно. Ну где там эта лесная-то, заброшенная? Какой длинный червяк. Это получается, что у нас 12 вагонов. А, не, погоди, тут по 5, значит 10. Здесь не 6. Так, вот она, заброшенная станция. Прям здесь атмосфера метро 2033. Очень так своеобразно.
Да, FPS просто очень ужасный, поэтому я по-быстрому перезайду после того, как остановимся. Безумно длинная колбаса. Мы, короче, пробовали с этим составом просто чтобы тронуться, чего только не пробовали. Из КРУ пробовали, это самое, и отключать там разные автоматы пробовали. Ну, короче, бесполезно. Но тут есть иногда такой шанс, что при команде метрострой fail сломается что-то такое, что вообще исключает возможность движения вообще какого-либо, даже с вспомогательным поездом. Потому что тут, ну, все-таки это игра, тут нельзя как некоторые действия провести оперативные по ремонту. Вот, так что такое себе. Который обычно проводят в подобных случаях на линии. Вот как, например, когда двери глючить начинают, то, ну, как бы быстрое устранение неисправности этой, скорее всего, бы провели на линии. Как минимум бы их закрыли и отключили. Мы же ничего сделать не можем здесь. У нас только автоматы эти, которые еще и заели. Поэтому пришлось очень долго с этим составом мучиться. Но вот, наконец, мы едем. Как-то удивительно, здесь прямой участок и нет никаких горок. Здесь прямо горок-то и нет никаких толком, только спуски одни. Только мне все время тормозить приходится, а ты там отдыхаешь. Ага, отдыхаю, конечно. Я тут потею, блин, в поте лица. Да, что ты там делаешь-то такое? Но мне надо скорость держать 35 км в час. Опять спуск, да что ж такое-то? А тебе там всего лишь тормозить. Ага, всего лишь. Не так-то это и просто. Тормозишь. Знаешь что, можешь сесть попробовать. Да ты знаешь, мне и тут неплохо. Ну где там станция-то уже? Вот я тоже тебя хотел спросить уже. Перегон какой-то бесконечный просто. Да вот же. Но вроде она уже рядом. Самое интересное, что когда в депо будем заезжать, там тоже будет спуск. А, ну да. Очень логично то, что ты как бы из-под земли на землю выбираешься и при этом спускаешься вниз. Метрострой, он такой метрострой. Ну да. Так, во, все, за этим поворотом. Сейчас будет станция, да? Да, пожалуйста. Ну, где станция-то? Ну, пожалуйста, уже. Ох. Это какая-то жесть. Да где же она есть-то? Опять, что ли, спуск? Нет, поворот. Чтобы вы понимали, я сейчас все время держу педаль бдительности при этом, а Джек там еще держит кнопку КАХ, педаль бдительности и, соответственно, управляет контроллером. Слушайте, это бесконечный перегон просто. Просто бесконечный перегон. Станция, контроллер в ноль.
Принято. Так, как бы тут аккуратненько так остановиться. Ну, кстати, неплохо. Ну, почти. Так, сейчас я открою маршрут в депо и перезайду. Давай, хорошо. Так, Сопин депо. Все, я перезахожу быстренько. Кстати, зацените мою клевую заставочку при загрузке, которую я сделал на своем сервере, а? Красиво же, а? По-моему, шикарно. На самом деле ерунда такая, никто же ее не видит, кроме нас с Джеком, но, блин, круто. Так, Station депо. Сейчас я открою маршрут вот сюда. Да куда ты сел, дурак? Все, я готов, поехали. Поехали. Я тоже готов. Тормоз-то кто отпустит? Сейчас потихонечку вырулим в депо. FPS-очки прибавилось. Вообще красота. Свет загорелся во втором вагоне. Бывают же чудеса. Четко 35. Да, у меня пропали лаги и свет в вагоне загорелся. Ура. Уходим по отклонению в депо. Все, ты маршрут открыл, да? Да, да. Едем прямиком в депо. Так, начинается попа-боль в виде спусков, которых здесь просто неимоверное количество, а потом будет там горка. Там горка одна будет, прям вот после выезда на поверхность. Окей. Как тяжело-то, а? Но мы вроде справляемся. Чуть-чуть превысили пару раз. Но здесь реально очень-очень круто, ну сами видите. Как туннель прям спиралью уходит куда-то вниз. Требуется огромное тормозное усилие, чтобы это преодолеть. Все, вроде самая сложная часть позади. Теперь только вот эта горка последняя и просто жесть. И мы заканчиваем. Наконец-то. О да, я вижу свет в конце тоннеля. Я его, к сожалению, не вижу. Но он есть. Сбрось чуть-чуть скорость. Я рад. Бросаю, да, бросаю.
Въезжаем на горку. Принято. Да, я в курсе, что здесь 15 км в час, но мы просто не въедем, иначе вы же видите тут, что творится. Я все-таки... Тут прям он аж наклоняется, как будто сейчас сойдет в повороте. Вы видите, что творится? Просто жесть. Это самый жесткий подъем, который только есть в метрострое на этих картах. Так, давай. Блин, просто красотища. Ага. Как же это круто смотрится. А вот и Джек там едет. Какой же длинный сцеп, просто ужас. 10 вагонов. Все, я заезжаю внутрь депо. Давай. Успей затормозить. Все нормально будет. Не беспокойся. Если Я только вот надеюсь. лагать не будет так, как сейчас. Я очень рад, что Воришкин играет в фарминг-симулятор, но, по-моему, из-за него у меня чуть-чуть FPS сейчас так... Отлично. Чуть-чуть надо протянуть еще. Буквально капельку. На ход 1 там 2 раза нажми. Окей, давай. Стой, чересчур. Ну ладно, пофиг. В стену не врезался и нормально. Да. Так, ну давай, что, я тогда вернее, отцеплюсь от тебя и Да, встану рядом. ты отцепляйся и отъезжай там куда-нибудь, а я тут пока выключаю все. Да, а я сейчас заеду как раз в ту канаву, откуда я выезжал уже. Окей. Смотри, не сойди там нигде. Так, короче, выключаем все тут Но я нафиг. постараюсь. Выключаем УНЧ, выключаем все, РС, ЛС, салон, пульт. Тут все выключено у нас. Ты отцепился уже? Ты краны-то перекрыл? Да. Нет. Я Ты- понял свою ошибку. Да, у меня весь воздух уже почти ушел. Да у меня тоже, не переживай. Ой, наверное. блин. А мы что? Джек, такой фейл. Ну ладно, Да, у меня бывает. тоже, так что мы с тобой нормально. Ну молодец, как ты теперь отъезжать ты будешь без воздуха? Так, дальше мы это закрываем. Переводим во второе положение. У нас ПВ закрыто. Я их Открываем закрыл. Ура. УАВу. Воздух почти на нуле. Мне-то ладно, я уже стою, а тебе-то еще надо отъехать. Ну он накачается, пока я кабину сменю. Да, короче говоря, такое себе. Теперь вырубаем здесь ВБ, вырубаем автоматы 63, 49, 53. Так, вроде все. Да выходи ты, не застревай тут. Дальше проходим по составу, и здесь мы вырубаем ВБ в каждом вагоне. Что-то там Джек пытается ехать, что ли, судя по звукам. Так, и здесь мы в голове уже вырубаем все. Я уже Так, я заикаюсь. отъезжаю. О, классно, я так как раз зашел в кабину в эту, и ты такой отъезжаешь. Красота вообще. Здорово. Так, значит, дальше. Здесь мы с вами выключаем УНЧ.
Выключаем громкоговоритель, радиоинформатор. Заодно сейчас так бы PSN нафиг. Заодно сейчас лагать перестанет, как я все выключу. Салон, пульт, фары, ВУЗ. Это мы все закрыли. Значит, далее открываем разобщительный экран. Только вот у нас давления нету. Вот в чем проблема, поэтому ничего не произойдет. Ну и ладно, черт бы с ним. Я уже, честно говоря, так устал, что лишь бы как сейчас я его хочу этот сдать, поезд, поэтому пофигу. Вот. Кран мы закрыли. ЭПВ почему был открыт, я так и не понял. Дальше мы выключаем здесь 63-й автомат, 49-й автомат и 53-й автомат, и также ВБ. Ну и все, наш поезд полностью выключен. Погасли красные сигнальные эти огни. Осталось только чуть-чуть его подровнять, потому что он не совсем ровно стоит. Я уж аж охрип. Так долго записываю эту серию. Вот как-то так. О, вообще шикарно. Как будто так и остановился. Все так и было. Ну чё, где там Джек? Чё ты, где там? Я сейчас стрелки перевожу и заезжаю в канал свой. Я уже все выключил. А, мне тут одну стрелку всего лишь надо перевести. Окей, все, заезжаем. Ну давай, заедь красиво. Ты же знаешь, что у меня так не работает. Я поснимаю пока что с камеры. Ракурсы офигенные. Здесь, конечно, такой себе оборот на горке. Ой, покатился. О, молодец. Стой! Стой! Молодец. Стой! Стой, стой, стой! У тебя не сейчас надо. этот Стой, сработает. я- Противоскатывание, небось. Да не, ничего не сработало, нормально. Ты сначала ход включи, а потом уже отпускай тормоза. И то он даже так покатится, потому что тут Да, горка да, да. все равно дикая просто. Она все равно катится. А, Джек Север мафунист. Ну давай ты, а? Ну сколько можно-то? Да он не хочет. Он просто не хочет. Все, мы поехали, наконец-то. Ура! Давай теперь ты заезжай красиво, я это со стороны сниму. Давай. Короче, Джек мафунист еще тот. У него АРС было включено, но при этом АПВ закрыт. Ну, бывает. Короче, немножко ему помог. Зато сейчас сниму красивые кадры захода поезда. Он, короче, у него были выключены устройства АЛС и АРС, а он решил их включить, но не до конца сделал это. Вот здесь просто шикарно. Посмотри на это, как он наклоняется. Да-да-да, красиво, просто дико. Ой, еще и поворот такой тут. Красотища. Ну где вы еще такие кадры увидите, а? Только у меня на канале. Так что подписывайтесь, если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Вот, вступайте в группу ВКонтакте и на Твиттер мой тоже подписывайтесь. Так, тут все выключено. Я надеюсь, он сюда, да, он сюда едет.
Да-да-да. Красиво так на фоне заводов каких-то. А где звук? Я чуть не понял. Звук есть, но он какой-то очень тихий. Электродепо Чарли Фрайская. Ну что ж, ребят, на этом я буду прощаться, наверное, с вами. Уже эта серия затянулась просто дико. Вот, поэтому, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Если же нет, можете влепить дизлайк, но я обижусь, потому что я очень постарался сделать эту серию. Она очень тяжело нам далась с Джеком, ну серьезно. Так, ну пойдет. Молодец, все, давай, иди сюда, ко мне. Будем прощаться. А ты где? Да тут я в депо, вот. Будем прощаться уже с подписчиками. Пишите комментарии, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. Также не забудьте подписаться на мой твиттер, ссылочка в описании, группу ВКонтакте, тоже ссылочка в описании, и вы будете в курсе всех свежих новостей канала. Ссылки, как я уже сказал, в описании. Также в описании будет ссылочка на вот эту замечательную перекрасочку красной стрелы. Ну а с вами был Чарли Фрай и Джек Север. Всем пока!